Всем привет, ребят. Продолжаем проходить Elden Ring. Я сейчас на плато Альтус. Исследую, так сказать, карту. Вот, зашел в пещеру. В принципе, то, что северней, я уже, по идее, все обошел. Вот. Ну, ничего там, в принципе, интересного нету. Пару боссов попадалось, но они такие. За пару минут убиваются. По крайней мере, для моей раскачки. Вот. Надо что? Надо двигаться, по идее. Ну, вот сейчас я пройду вот этот туннель Альтуса. Здесь вот все обошел. Пройду туннель Альтуса, и потом можно вот здесь пробежать, взять карту, ну и дальше осмотреть вот этот вот участок. Потом, по идее, у нас в плане где-то вот здесь уже начнется столица. Там, соответственно, все будет самое интересное, по идее. Ладно, поехали. Зажигаем знак призыва. Не знаю зачем, но может пригодиться. Так, стой. Надо бы тут посидеть, чтобы потом заново не спускаться. Как правило, тут, скорее всего, будет босс в конце этой локации. Ну, как мини-локация, короче говоря. Так, вот оружие я забыл. Забыл поменять. Тихо, тихо, тихо. Хрена, мужик. Я не успел, короче, поставить этот. Я не успел поставить щит. Давай, полечимся. Где-то снарядов 5-7, да, в меня прилетело. С этими ребятами надо быть аккуратней. Хроническая дуга. Ну, может, когда-нибудь и пригодится. Чего бы нет. Это камушек. Кузнечный 5. Ну ладно. Вдруг я решу заточить какой-нибудь хороший меч. Так, а я его не поймал, да? Понятно. Кто там? А не знаю, кто там, но давай стрельнем. Какие-то хреновины. На камни похожи. Это у нас эти, какого? Улитки, только теперь они каменные. Мерзкие мрази. Все, что дальше? Так, стой. А нет. Подожди, давай-ка я попробую. Вдруг это нычка какая-нибудь. Нет. Нет, это не нычка. Кстати. Инвентарь. Сколько у меня, интересно, семечек золотых. Надо еще одно. И будет плюс одна фляга. Но мне кажется, максимально тут 8 плюс сколько? 8 плюс 4, 12. Я думаю, 15 фляг максимально в игре. Или 15, или 13, что-то в этом роде. Шахтеры. Помешал им работать. Сорян, мужик. Мне очень жаль. Так. Там стрелок опасный стоял. Падла, я не успел стрельнуть. Так, у нас получается 2 хода в пещере. Какой из них нужный? 3 даже, да? Ну, как правило, во всех пещерах к боссу будет ход короткий от костра. Так что, возможно, вот это он. Сейчас посмотрим. Кто-то сзади бежит. Вот.
Опять какая-то фигня со щитом. Ставится вообще через третий раз где-то так. Может щит такой, я не знаю. А может быть они скорость поднятия щита как-то изменили. Теперь нормально вроде ставит. В общем, щит работает как ему вздумается. Своей жизнью он живет. Не всегда получается его поставить. Так, это тупиковая комната. Ага, там вот босс у нас. Небольшое помещение, кстати. Я думал, этажа на 2, на 3. Ну, для босса стандартно призовем Тихона, пускай они там бодаются вдвоем. А мы его добьем. Кто там босс? Плохо видно? Ага. 2 кристаллических чувака. Ну, они уже такие встречались. Может быть, даже 3 будут, я не знаю. Ну, такие уже встречались, ребят. А главное сначала защиту пробить им, а потом нормально. Так. Подожди, где еще второй ход? Вот. Это спуск еще ниже. Странно. Я тут был. Я тут был только вот с той стороны. То есть у нас получается 2 пещеры рядом. Вот. Если я отсюда заходил и видел с этой стороны пещеру, то теперь я зашел с другой стороны. Все понятно. Ишь ты как придумали, а? Так. Но там я не знаю. Либо секрет, либо тупик. Ну давай сначала босса мы завалим. Можно проверить, конечно, этот ход, но не обязательно. Может быть какой-то секрет, но скорее всего прям что-то очень нужное для меня вряд ли. Так, давай ставим на призыв. Наверное, все-таки поставлю я эти метеориты. Погнали. Запускаем босса. Здрасте. Главное защиту пробить и все. Так. И там одного уже подвырубил. Нет. Фляги, тихо. Нет, как-то Тихон против них не очень эффективен, я с вами. Или он так долго ему защиту пробивал, я не знаю. Но, как обычно, метеориты решают. Мрачная кузнечная колокольная сфера рудокопа. Ага, ну то есть если в круглом этом, там где круглый стол, если отдать эту сферу, то можно будет кузнечные камни покупать какие-то. Понятно. Че, пойти проверить, что там за тупик такой? Надеюсь, я смогу оттуда вернуться. По идее, тут все как бы, если я очнусь... Ладно, была не была. Оп.
улитки. Слушай, ну непросто, мне кажется. Неспроста сделали вот этот подъем. Тихо, тихо, тихо. Как-то все очень неоднозначно. Опять же. Ладно. Впереди собака. Впереди секретный ход. Ну да. Оценка плохо. Нет тут никаких секретных ходов, я только зря упал. Хотя подожди, может быть здесь что-то? Тихо, тихо, тихо. Я чуть не треснулся. Оружейный талисман. Это уже интересно. Оружейный талисман. Что повышает максимальный вес снаряжения? Но у меня как раз гораздо лучше есть такая штука. На килограмм больше всего. Ну, серьезно. Как-то не густо. Так. Ну все, нормально. Я могу вернуться. Пошли назад. Пошли назад. Сразу к боссу можно зайти, чтобы все это дело не оббегать. И тупо вернуться на выход. Такая вот маленькая пещерка. Серьезно, она очень небольшая. Встречались и побольше, причем даже в самом начале. Ну, недалеко от начала. Встречались пещеры, и они были гораздо больше. В разы просто. Как-то лайтовенько. Ага. Давай мы, наверное, посидим вот здесь, возле костра, потому что ближайший неизвестно где. И потом надо вот сюда выбираться. Вот здесь вот все пройти. А потом как-то подойти вот сюда. Да, мы, наверное, метку поставим где-нибудь вот тут. Вторая. Третья. Сверху вот здесь зайдем еще. Можно телепортироваться, кстати. И вот оттуда прям пойти. Ну, давай так и сделаем. Что-то на этом участке карты не очень много костров. Больше равнин, гор, там как бы ты прыгаешь по лесам. Женщины танцуют. Женщины танцуют. Ну, там я все зачистил, там наверху, на самый верх поднимаешься. Был босс. Тоже он умер там что-то за пару секунд. Ничего серьезного. А там какая-то башня. Угу. Пробежим сейчас туда, вперед. Кстати, вон там еще одна семечка. Тихо, 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 тихо. Ребятушки. Шмаляют прямо из замка. Я забрал? Я забрал. Так, ну плюс одна фляга, это точно. Ау. Вон кто ж кидал-то. Тихо. Все, слезаем с коня. Сейчас, по идее, никто атаковать особо это и не будет.
Вот эти вот ребята сразу до свидания. Все, по идее, достаточно вот сюда подойти. Зайти за вот эти вот... Как они называются? О, ты чё, мужик? Кидался, сука, на меня. Катапульты. О, катапульты. Сейчас мы эти катапульты все почистим, чтобы они потом не мешались. И можно будет спокойненько подняться уже наверх. Посмотреть, что там находится у нас. Ну, там лагерь какой-то. Сейчас мы его зачистим. Тут все, по идее. Сейчас до края дойду. Угу. Ну вот, в принципе, вся вот эта вот равнина, она так и построена. Плато вот это вот. По идее, всегда вот по камням, по скалам. Поэтому лучше сильно не разгоняться на лошади и потихонечку исследовать. Кстати, а что это за ворота вообще? Ага. То есть и с одной, и с другой стороны у нас примерно одинаковые штуки будут. Подход к столице, походу. Забавно. Здесь тоже желательно до края добежать, посмотреть, что там. Здорово. А чё все спят постоянно? Так в какой лагерь не зайдешь, вечно все дрыхают. Пепел войны. Ну, я ими не пользуюсь. Магу это не надо. Костер разбил, потом мужика завалил. Давай, наверное, вот сюда добежим до края, просто чтобы убедиться, что там тупик и все остальное. Что там ходов нету. Пещер, может быть, каких-то. Секретных ходов. Ну, понятно. Все. Так, там, где мельница крутится, я был. Сейчас давай, вот нас интересует вот та башня. Меня интересует вот та башня. Давай-ка манны бахнем. Здорово, ребят. Все, лошадь у вас сдохла. Ну, она не агрессивна. Ну, мужик успел трепнуть. Надо дать ему должное. Что вот это вот за палки? Они постоянно встречаются, но что с ними делать, я не знаю, может они что-то обозначают. Ну, типа, если такую палку увидел, то можно, допустим, ночью призывать босса, допустим. А вдруг? Сторожевая башня трактора. Подожди. Давай-ка, наверное, на всякий слезу с лошади, потому что она иногда очень резко рвет. Можно очень быстро подохнуть. Семечко, ну тут по идее все, больше ничего интересного. Наверху я тоже там был.
Мы будем сейчас туда, в ворота заходить большие. Че это, тебя забыли, что ли? Взял, убежал. Мы его сейчас отсюда. Ай-яй-яй. Там двое. Ну и по идее все, да? О, вот что, какая-то блестяшка. Золотая стрела. Ну, не все для мага-то давать будут, правильно? И на самый верх. Наверняка, как правило, сундук какой-то должен лежать. Может быть, даже с талисманом. Но для магов, по идее, тут маловато талисманов в целом во всей игре. Подходящих. Есть какие-то, которые, ну, так, чуть-чуть. Чуть-чуть что-то добавляют. Ага. И хорош. Сундук. Большой лук, большая стрела и еще 20 стрел. Ну, ок, ладно. Так. Блин, или на метку идти? Давай, наверное, зайду сейчас в ворота. Посмотрю там на наличие костров. Если там бонфайров нету, тогда можно будет уже идти на метку. Она немножко, конечно, не в ту сторону поставлена, куда мне надо, но исследовать бы не мешало. Там какое-то здание или что-то в этом роде. Как отсюда выйти-то вообще? Угу. Надо выше подниматься. Хотя подожди. Вот тут можно выйти. Все нормально. Трое чуваков каких-то появилось. Откуда, я не знаю. Я их, видимо, просто не заметил. Может, они патрулировали и пришли на место. Стоят в тупую, ждут, пока я их завалю. Но поступим в этом плане гуманно. Кого убивать не будем. Так, давай внутрь зайдем. Угу. Ну вот там костер. Правильно, столица. Ну да. И так, обе дороги ведут у нас к столице. Давай, наверное, сядем возле костра. Так. Что так меня ведут к столице. Давай, наверное, на метку вот эту сходим, потом вот на эту, потом портануться, через вот это вот все пройти, забрать карту и на тройку. Так, ну давай. Тут, возможно, кстати, даже тоже, да, тупик. Вот это парадный вход в столицу, кстати сказать. Тихо. Там еще какой-то круг на полу. Он тут. Может быть, даже просто так в столицу не пустят. Ну, типа, надо там соединить какой-нибудь медальон или еще что-то. Хотя... как-то же в нее попадает. Я вижу тебя насквозь, никчемная душа. Тебе тлеет при... Ах ты, падла.
Это у нас, короче, первый босс, да? Такого, Голдрик. Ну, тут только так. Решать с ним. Он теперь у нас просто мобом стал, что ли? Очень подозрительно. Чуть подальше от него. Вот этот удар опасен. Вовремя ушел от нее. Ну, осталось-то ему чуть-чуть. Так. У меня мана кончилась. 2. Ну да, он также 2 раза выпускает. Готов. Медальон с зеленым янтарем. Что это за медальон такой? Максимальную выносливость. На 10 он, на 11 пунктов он повышает выносливость. Кстати, подожди. А, вот как раз. А, нет, это 4. Все, метку я поставил, отметил. Окей. Угу. Еще одна семечка. Золотое. Ну, туда внутрь мы попозже пойдем. Давай с теткой, которая поболтаем, которая фанатка пальцев. Прошу, я могу их прочесть. Пальцы, покажи мне свои пальцы. Ну давай. Некогда я служила пальцем и слышала пророчество. Однажды погасшая душа обретет власть над кольцом Элдон и восстановит золотой порядок. Ты ведь тоже это видишь. Золото обволакивает небеса, великое древо излучает столпы света. Или столпы. О, погасшая душа, поспеши же к подножью древа. Что бы ни случилось, пальцы направят тебя. Вот так они сделают, что в какую сторону направят меня пальцы. Прикольно. Это прикол. Стой, еще одна семечка. Ну, прям урожай. Давай вернемся к костру. И фляги. Еще одну флягу плюсом забацаем. Распределим так, чтобы одна фляга у нас была. Ну, плюс еще на отхил. В принципе, 8 фляг маны мне за глаза. Хватает надолго, как бы. Ну, если что, можно всегда перераспределить. К тому же я на этого мини-босса потратился. Фляги. Количество фляг. Распределить. Ну да, 5 к 8, все нормально. Эффективность фляг тоже. Кстати, я тут бегал с этим. С чашей слез или что-то такое. То есть у меня теперь фляги плюс 9. Итого у меня 14 фляг. Ну да. Не больше одной я еще соберу, и там будет максимум вообще. 15 фляг. Как-то это много. Стой. Блин, ненавижу на коне перемещаться. Все, ну эти гаврики пускай там ходят, вообще не интересно, что они там делают. Дальше поскакали. Здорово. Баба поющая там сидела. И обойдем. Радужный камень. Ну, вообще, в принципе, сейчас
Какой-то вот такой вот подножный лут меня особо не интересует вообще. Угу. Вот это спуск у нас. Нет, я не буду рисковать. Как ни крути, все дороги ведут в столицу. Ну, это ожидаемо, в принципе, так. Что там? Что появилось? Еще один босс. Ну вы серьезно? Текай! Текай быстрее! Я позвонить не успел. Колокольчик. Ну, 180 косарей душ надо будет забрать это по-любому. Все понятно. Неожиданно, неожиданно. То есть, если... Как его там? Магрит, по-моему, да? Магрит убивался довольно-таки просто, то... Вот этот уже дяденька посерьезнее будет. Просто потому, что у него дикие быстрые атаки, которые у тебя сносят вообще все. Но с коня лучше не слезать. Главное успеть призвать своего этого фантома. Я не знаю, стоит ли вот сюда залезать по бокам. Так, давай. Я типа готов. Стой. Попробую, конечно, комета его долбануть, но он прыгает быстро. Где душа моя? Эй. Так, ну звякнуть я успел, окей. Ага, ну и все. Вот и вся комета. Так, проблема этого челика то, что он за деревьями. Ну, хоть что-нибудь прилетает. Что-то прилетает. Он вырубился? Все, нормально. Большая секира горгульи. А где душа? Где-то там. Походу наверху. Это уже, по-моему, получается какой? 4-й, 5-й босс такой же. Ну, в смысле, повторный. 2800 всего за него дали. Вы что, прикалываетесь? Ни хрена такой босс, как бы, который просто может тебя сваншотить, ну, там, или за 2 удара тебя убить. 2800 за него. Я считаю, это несправедливо вообще. Давай мелкие снаряды поставим. Ну, идем мы к карте. Давай карту тогда возьмем. Еще семечко. Ну, прям это. Урожай. Раз. Два. Охренеть.
Вообще, с чего это такой праздник-то у них? Так. Ну, надо сюда идти. Прям насквозь, чтобы проскакать. Карту возьму. Вот она, столица. Как говорится, а вот мой дом родной. Давай, блин. Ну, насквозь. Я, в принципе, давай насквозь. Я вот это вот пробегу. Посмотрю, что там. Дерево огромное. Посмотрю, что там вот по прямой. Я думаю, что там ничего такого прям интересного нету. Я вот хочу сюда забраться. Походу это просто колонны. Ну, как бы там у них ничего интересного не будет. Ладно, сюда потом. Как бы забегаешь на территорию, на локацию, интересно все, хочется все посмотреть. Подожди. 5, 8, ну нормально. Хочется все посмотреть, и глаза начинают разбегаться туда-сюда охота, и потом уже забываешь, где вначале-то хотел побывать. Ага. Два рыцаря, страж древа. Что-то они, по-моему, с боссами зачистили. Серьезно, два мужика сразу. Подожди. И нельзя призвать этого. Ну, тут только такой тогда расклад. Давай-ка здесь биться с вами. Один исчез, второго давай догонять. А то и он пропадет. Ой, вообще урон мизерный просто. Ну, он щитом закрывается, понятное дело. Бля, подмогу мне не вызвать. По 700. Вот и охренеть. Опасен, потому что на коне. Комета Азура. Стоят они по бокам. И встречать-то их надо как раз, когда ты впереди идешь. Чтобы подойти к столице, надо 4 босса завалить только так. Так, давай. Бахаем вот это дело. И кометка его. Шат столько. Бам-бам-бам. Подожди, мужик. Нет. Да, вообще выносит. Так, хотя бы одного. Я в колоннах там запутался, ну твою мать. Почти. Да, он там запнулся.
Хотел перекатиком туда-сюда, но нет. Ладно, сейчас. Половинку-то я у него снес. Больше. Там осталось-то буквально пару ударов. Даже может быть один, если метеоритом прилетит. Так. Комета. Но я этого босса, который сам, ну, такие же в самом начале и прыгают. Я их убивал этим, как его. Я его убивал обычным оружием. Ну, какой-то там. Каким-то мечом. Только он, по-моему, такими вещами. Блять. Через дверь убивает. Нормально. Надо что, как-то будет второго завалить. Ну, я не знаю, может быть, если первого завалишь, второй... Ну, первый засчитается. Или это считается как один босс, я не знаю. Ну, начинаем по-любому с кометы. Ляга. Ну, да, наверное, так, давай. Давай, чуть-чуть. Ладно. Бам. И метеорами. Раз. Два. Ну, да, все. -1. Лечимся. Сейчас второй будет. Давай, максималка. Пока действует мой любимый кетчуп, сейчас мы еще раз кометой долбанем. А где он? Где босс второй? Угу, понял. Кометой не получится. Стой, а теперь можно почему-то товарища моего призвать. Окей. Я его как бы застанил, но не то чтобы очень. Ах ты, падла ссаная, ну. Бля, и он подох. Враг повержен. Кстати, по-моему, засчитали. Если деньги прилетели, сейчас надо посмотреть. 203 тысячи должно быть. Большой щит древа Эрт. Руна героя. Да, мне засчитали убийство. Я просто не дожил пару секунд. Ладно, давай посмотрим, что там. До конца добежать. Точно? Никого же нет? Ну да. Так и живем. Кстати, еще там буквально 1005 подкопить, и можно будет можно будет подтянуть уровень. Подожди. Я тут был уже. Но тут пещера сейчас будет. Понятно.
Да, вон она пещера. Давай теперь назад возвращаться. Там мишки ходят и все такое. Ну, за медведя ничего такого не дают. А здесь вообще пустота просто. Ну, как бы пустые вот эти колонны. Тут ничего интересного нет. Ну, там вот еще босс был маленький в виде жука. Он там в кратере сидел. Ну тогда что, сейчас я на метку схожу. Вот тут он наверху. Потом в столицу дернем все. После столицы у нас получается там в столице несколько боссов. Сюжетные там боссы какие-то, 1 или 2 даже. А вот после столицы, как там она, деревня великанов или долина великанов. А вот здесь посмотрим, наверное. Правильно, столица. Так просто пробежать по-быстрому, что есть. Ничего не зачищая, ну смысл. По-моему, максимум можно какого-то NPC найти. Все. Ну, хотя вряд ли. Все, тут ничего. Ну, давай на самый верх поднимется. О! Гнильца подъехала. Стоять. И вот так. А ты что не атакуешь-то, чувак? Тихо. Бахни. Бахни. А он прям за кибиткой этой стоит. По-моему, это такой уже 4-й или 5-й босс встречался. Не очень опасный, но неприятный челик. Золотое семечко. Угу. То есть, короче говоря, семечек прям наваливает, чтоб ты точно уже с максимальным количеством фляг, начиная от столицы, проходил игру. Ну, до конца. До прохаживания. Наверх пошли. Не исключено, что будет еще один босс. Ну, прямо наверху. Они тут вообще что-то как-то зачистили с боссами. Чуть ли не каждый квадратный метр. А горшки. Тогда горшки, это скорее всего близко у нас находится древо. Сейчас будет еще один босс. Я прям предчувствую. Храм малого древа Эрт. Нет, слушай. Ну ладно. А я приготовился еще с одним деревом удохаться. Давай, благодать. Можно, в принципе, возле нее и посидеть. Печать золотого порядка. Причем это какое-то стрелковое оружие, по-моему. Подожди. Оно тут было. Усиливает заклинание фундаменталистов золотого порядка. Угу. То есть можно, ну, понятно, это печать. То есть то, чем я хилюсь, можно вот это вот дело вкачать. Ну тут у меня уже плюс 22, как бы.
Я им только на отхил пользуюсь. Это для молитв. И вот это тоже для молитв. Ну, вот эти вот все штуки, это конкретно раздел для молитвенников. Ну, так, то, что молитвы создают. Не вижу смысла качать это дело пока что. Ну, прям оно не нужно. Золотая многоножка. На криве так похоже. Все, наверное, погнали мы. Погнали туда, куда я собирался изначально. На отметочку. Отвлекают всяким боссами своими. Там тупик, да? Ну, обрыв. Обрыв. Но, возможно, тут какая-то пещера даже. Возможно, внизу. Но не факт. Там, кстати, тоже как-то можно спуститься. Не зря там скалы построили. Типа можно так обойти, а можно вот по обрыву. Зачем? Наверное, для пещеры. Блин, ну давай туда тогда сходим, чё. Исследовать так уж все, да? Там где-то можно... Да, там пещера. А ну пойдем. Блин, она и там может быть, кстати сказать. Так, давай сначала спускаемся. А вот с этими следами я вообще не понимаю, что делать. Что это за хрень, для чего она? Я такие уже несколько раз встречал. Угу. Подъем у нас для лошади. Я понял. Такие следы не раз уже встречал. Я не знаю, что они обозначают и для чего вообще нужны. Ну, гадалки не ходи, где-то тут пещера будет. Самурай классы. Здорово. Здорово, самурай. Как успехи? Что, серьезно, пещеры нет? Бля, когда спускался, там по текстурам прогрузка была пещера. А нет, все нормально, вот он. Я же говорю, она тут есть. Херня, сейчас этого босса зовут. Обычно такие пещеры с подъемника начинаются. А следы — это жук невидимый, награда пепел войны. Самурай классы. Следы это жук невидимый, а награда пепел войны. А чё он так быстро бегает? Не положено. Подставить. Но с субординацией выслуга лет. Запечатанный туннель. Блин, что-то все это здоровым очень туннелем пахнет. То есть, если предыдущий был совсем коротенький, то это, возможно, прям будет большой. 2 прохода тут. Подожди, я отсюда пришел? Нет. Или да? Да, я отсюда пришел. Так, смотрим. Ходов, наверное, 2. Один просто в обход идет. Я уже был в такой пещере. Они повторяются. Блин, надо было левел качнуть. Раз 200 штук набрал.
Стой. Что-то подозрительный туман. Что и требовалось доказать. Если это те челики, о которых я думаю, то он как бы ваншотит тоже. Нет, это такие лайтовенькие ребята. Что в сундуке-то? Кузнечная колокольная сфера рудокопа. Но это кузнечные камни. Это для тех, кто любит мечами. Я вот не жалею то, что за магом начал играть. Потому что с мечом я бы эту игру проходил еще в 2 раза больше. То есть сейчас на данный момент, ну, чуть больше половины игры пройдено. 130 часов. Она у меня заняла. То есть я думаю, около 200, наверное, я игру закончу. А был бы с мечом, я думаю, на 300 можно спокойно рассчитывать. Угу. Поехали. Самурай классы. Блин, расстраиваешь. Что расстраиваешь? Что случилось? Зачем так много стен? Чтоб потом, наверное, да, меня запутать. Ту-ту-ту-ту-ту. Надо в самый низ. Можно так спуститься. Можно по корням. Да, тут очень дохрена ходов. Самурай классы. Не путь самурая. Не путь самурая. Ну, путь мага, чё. Так-то. Ну, просто у меня, если я говорю то, что 300 часов, как бы, в этой игре, я чё-то не это. Я думаю, это будет жесть вообще. 130, ну да, на 200 примерно я должен закончить, на 200 часу. Ну, если еще там, как карта, конечно, ляжет. Но если схватить милишное оружие, то все гораздо больше у меня займет. У меня столько времени нет на одну игру. Я уж лучше тогда игру плюс начну, вот. И, допустим, с нынешней прокачкой просто докачаюсь. Блин. Ладно. Самурай классы. Ну ты знаешь, как я к магии отношусь. Ну. Что поделать? Я магом тоже вот не играл, решил попробовать. Это, в принципе, неплохо. В принципе, играбельно вполне. Да и в целом-то сколько можно? Я и так уже, блин, 2 части Dark Souls прошел магом. Ой, магом. Милишником. А чё закрыто-то?
Ну, подкат надо делать или что? Надо вниз падать. Если была бы игра бы чуть поменьше, я бы, наверное, и меч схватил. Но так как она очень огромная, лучше лучше мага. Так, ну там должна... По идее, должна быть этот, как его, потайная вход. Почему его нет? Может, я эту машину зря убил? Она типа должна была не только вот эту вот статую разрушить, но еще и заодно проход. Бля. Самурай классы. Но лайк я тебе все равно поставлю. Спасибо. Так, что они хотят-то от меня? Я что-то не совсем, не смей, говорит, не смей. Ну, хрен его знает, как там пройти-то. Давай еще раз туда вернемся, где корни. Я, наверное, разобьюсь, да? Если сразу же прыгну. Подожди, нет, там точно хода не будет. Два варианта. Либо надо машину заново поднимать, чтобы она разбивала эту статую, либо проход искать. Перепрыгнуть явно не вариант. Ну, значит, падать сюда. Ну, вот, ладно. Эти шарики опасны, кстати. Прямо быстро. Оп. Кузнечный камень. Это проход. Нет. Ладно, пробегаем. Скоро босс должен быть. Ложная благодать. Я ничего полезного. Самурай класс. Скрин сделай, где это? Это на плато Альтус. К столице подходишь, спускаешься вниз по скалам. И там Самурай спуск. классы. И в ВК мне тоже гляну. Я тебе так объясню. Вот смотри. К столице как подходишь, проходишь по вот этой хрени и подходишь вот сюда, к обрыву. И будет спуск. В принципе, и все. Вот по этому озеру ты пробегаешь. Вот тут как раз ты спускаешься. Вот прям тут. Вниз-вниз. И потом по этому озеру заходишь в эту пещеру. А здесь подъем для коня, чтобы сюда запрыгнуть. А здесь центральный, получается, вход, насколько я понял. Центральный вход в столицу. Хотя, может быть, тут закрытый, надо в обход идти вот так. Через дерево. Надо еще, кстати, вот сюда сходить, не забудь. Заодно, наверное, вот сюда.
Я тут типа не был. Тогда вот эту штуку подверем. Ок, старый клык. Не знаю, для чего они. Что пишет? Прилетая тропа. Пиздовол. Я не успел удрать. Давай лечиться. Вообще не используя магию, даже вот молитвы там и так далее, тяжело будет очень игру эту проходить. Да, использовать только чисто одно оружие. Ну, прах я не считаю. Прах это априори, ну типа призыв помощника. Наверное, Кида так и понимал, то, что игра очень здоровая получилась. Давай, говорит, хотя бы этих помощников сделаем. Если механику с помощниками добавили чуть ли не в последний момент. Когда уже поняли, то, что геометрическую прогрессию игры, блять, можно не вывести. Все, разрывались. У меня, кстати, столько рун там набралось, там, наверное, можно уже это... Еще уровень один вкачать. Думаю, 1200 найдется. Ну, по идее, где-то здесь уже должен быть босс. Угу. Какая-то подозрительно большая арка. Самурай класса. Прах это имбаланс. Так, вы, ребятки, там развлекаетесь? Я только ощущение От красной гнили. Прах это не имбаланс. Особенно когда у тебя встречается по два босса. Вообще, смотря какой прах еще. Самые топовые это слеза и вот этот Тихея. Двуручник Огниксового повелителя. Короче, палку дали, которая была у этого мужика. Где у нас двуручники вообще? Там. Где он? Двуручник повелителя. Не то. Катанами, кстати, не очень балуют. Вот он. Это пуха. Вот. Такое, короче. Так, можно типа с самого начала вернуться, а можно еще ниже спуститься. Давай позырим, что там. Самурай класса. Неожиданно. Ну я сам. Неожиданно. Что это за здание вообще? Где я? А, Самурай классы. Я даже хз, как их призывать. кого призывать? Фантома? Фантома ставишь вот сюда в снаряжение. Вот, пожалуйста. Ты их собираешь за убийство каждого босса. Прокачиваешь их с помощью призрачного ландыша, и они тебе, если что, помогают, когда у тебя жопа горит.
Некоторые отвлекают хорошо на боссов, а некоторые вообще ни о чем. Самые топовые эти фантомы. Это у нас призывает духа ложной слезы. Это у нас под землей находится вот этот вот. Это он делает такого же персонажа, как у тебя, только чуть-чуть послабее. И вот Тихея, черный нож плюс 10, я его тоже заточил, вот он крутой тоже. Все остальные такое себе. Если надо тебе, допустим, на первых этапах босса отвлечь, то надо призрачную медузу. Призрачная медуза на себя какой-то баф, короче, кидает и на себя агрит босса. Не надо ебаться 2 часа с каждым боссом сидеть. Ну, в принципе, смотря у кого какой скилл, конечно. Вот оно чё. Я нашел башню для какой-то дуги. Самурай классы. Это нечестно. Ну, честно-нечестно, это Хидетака посчитал, что честно. Я говорю то, что призыв подобных фантомов, это из-за того, то, что игра огромная просто. Я думаю, тут запросто 2-3 части Dark Souls можно было вместить в количество. Объемную локацию. Интересно, а у меня души-то какие-нибудь есть? Руны, точнее. И вообще, что это за руна? Кого? Потом можно портануться. Куда-нибудь, наверное, вот сюда, чтобы все-таки добежать вот до этой вот. До вот этого пятака и потом просто идти в столицу. Скорее всего, придется идти вот так, в обход. Не дадут мне вот прям центральные ворота. Может быть, вдоль вот этой вот этого ограждения надо будет топать. Ладно, давай смотрим, что за руна. Красота какая, да? Лепота. Так, если я... А, нет, подожди, я ж там был, да? Да-да-да, я как раз смотрю на вот этот вход. Значит, получается, по этой стенке, забравшись на стенку, на ребро стены, не получится двигаться. Андрей Тихонов. Здорово, какой уж ЛВЛ. Ой, да, руна Рикардо. А, ну, то есть этого змея, который я вас завалил, да, я его руну, короче, бахнул. А что она дает? Какой левел? 171. Руна Рикардо. А у тебя, Андрюха, какой уровень? Самурай классы. Здорово, Андрей. Так, давай посмотрим, что за руна. Великие руны. Руна Рикардо. Восстанавливает ОЗ при убийстве врагов. То есть руна действует, и она тебя отхиливает. Ну, я не знаю. В принципе, хилов хватает. Зачем? Ну ладно, пусть будет. Только что игру закрыл на 170-м. Андрей Тихонов. Только что игру на 170 закрыл. Но такие более-менее прохождения, которые я смотрел, ну не считая спидранов, сейчас уже спидраны там что-то 30 минут занимает, или 18 минут, или 25 минут. По-моему, я сначала видел спидран 30 с чем-то минут, потом 27, и потом сегодня он попался 18 минут, по-моему, спидран занимал чувака. Я смотрел вот именно прохождение. Выборочно, так чисто включал ролики у одного челика. Он закрывал игру, по-моему, на 90-м вообще левеле. Ну, сотый это нормально, по-моему. Сотый, там, 150-й. Вполне себе.
Так. Ну, раз тут все, значит все. Давай я сюда портанусь, я хочу на идиоту метки сбегать. Ну, причем бежать-то придется вот отсюда как раз. Потом будем в центре исследовать. Че, Андрюха, будешь игру на этот, как он, на Endgame Plus проходить? Я вот думаю над этим. Стоит ли? Она просто здоровенная. Аж это как его, знаешь. Она настолько большая, что тратить еще столько же часов, что-то как-то, не знаю. Может быть, передохнуть, как бы, знаешь, там, сделать перерывчик на полгода, а потом на НГ плюс зайти уже и попробовать что-нибудь другое, допустим. Ну, не молитвы, так милишника какого-нибудь сделать. Чего бы нет. Так, отметочку давай мы. Вот сюда, на двойку, короче, надо бежать. Потом на тройку. Как-то так надо спускаться. Хотя нет, это приведет опять к воротам. Подожди. Андрей Тихонов. Так пока все проползешь, подкачаешь, чтоб пуху попробовать. Вот и получается 170 плюс. Я тянул, с ПВП тормозился. Так вот, да. Я вот просто, ну, как бы стараюсь все поисследовать. Андрей Тихонов. Начну так ПВП побегать. 2 раза быстрее чисто по боссам. В смысле, с помощью ПВП раскачаться. Кстати, я читал про платину в этой игре. Говорят, не очень сложно она дается. Ну, как бы вполне получаемо. А так да, в принципе. В этом плане я полностью согласен, то что пока все обойдешь, пока туда-сюда, вот тебе и пожалуйста. И 130 часов уходит геймплея. Я просто стараюсь не торопиться и прям все обходить, все исследовать. Каждый кустик, ну не каждый прям кустик, Андрей а каждое здание. Просто в ПВП побегать. Довольно интересно свои силы попробовать не против мобов, а игроков. Ну, я не любитель ПВП. Я тут в ПВП залезал, чтобы квест один закончить. Ля какой. А кто это из него такой интересный вылез? А кто это у нас тут? Чел как киндер-сюрприз работал. Кстати, у меня 240 косарей. Слеза личинки. Тоже неплохо. Ну, как. Если что, то можно будет переделаться. Я раньше жестко искал эти слезы личинки. Сейчас их потом надавали просто. Полную жопу огурцов. Угу. Тоже какой-то, по идее, подъем. Ладно. Скорее всего, на коне. Ну, почти. Пиздю. Ну и ладно. Что-то драконов, кстати, давно не было. Давненько я драконов не валил. Это раскаты грома? Вроде да.
Угу. Что там эти чуваки забыли? Они, по-моему, что-то охраняют. Нет? Ну и ладно. Что-то как-то подозрительно. Костерок, молния. Может быть, босса дадут? Тут лучше на лошадь. Там какой-то вход в храм. Здесь спуск, да, еще ниже. Ладно. Погнали в храм. Вот, по идее, маленькая такая точка на карте, но это может какой-то спуск вообще быть. Кто сидит? Кто такой чувак? Убийца черных ножей. Я с таким фантомом уже бился. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. Че он уходит-то? Зазрительный чувак. Я лучше полечусь. Потому что он как бы выносит вот этой вот штукой своей. Да, блядь, ты заебал. Разок бахнуть ему и все. Готов. Убийца черных ножей пал. Ну, у меня фантом такой же. Черный нож. Ну, это кинжал такой же, как у него. У меня фантом такой же, как у этот чел. Непростой то, что он телепортируется и вот еще лупит этой красной гнилью тебя. Так. Наверное, для милишников он вообще на изи проходится. Хотя. Крути. Ладно, пойдем внутрь зайдем. Что-то мне сдается, там какой-то спуск. Либо вообще ничего. Какой-то данж. Ишь ты, подишь ты. Все это напоминает прям начало игры. Там был такой же. Могила героя святого. О-о-о. На прошлой могиле я посидел что-то 1,5 часика где-то, да? Я посмотрим сейчас, насколько он сложен будет. Главное, чтобы каталог не было. Они бесят вообще. Да, применить. И ключ поломал. Кто такой? Эй. Ну давай так. Талисман с кровавыми семенами. Кстати, это, возможно, отхил какой-то или что-то такое. Я все еще какой-нибудь достойный прям талисманчик. Фляга багровых слез восстанавливает больше ВЗ. Ну понятно. Что вот это не было.
Она у меня и так плюс 9, так что я не вижу смысла сильно прям палиться. Отдохнем. Надо проходить это дело. Да. Потом на единичку надо будет сбегать. Ну и как-то вот сюда заходить. А так, в принципе, вот это вот плато, все, Альтус уже пройдено. Потом все, только этот... Столица, после столицы деревни великанов, долины великанов, точно не путаю. И потом не знаю. Угу. Давай, мужики, по одному. Бля, если это тут падла будет, шестирукая это, будет отстой. Они буйные, потому что, да, твою мать. Потому что они буйные. Как только ты находишь вот эти вот колокольчики, да, блять. А давай мы ее там оставим. Пущай она там тусит. Прикольно. Я думаю, пойдя налево, я там найдусь. Вот этот проход. Тоже он? Чё я не вижу его? Что за хрень? А нет. Только в этом кругу я смогу их убивать. Оригинально. Форт Свет. Ну я, значит, вот тут где-то выходил. Забава этих чуваков, короче говоря, вывести на свет надо будет. Смотреть, главное, по стенкам, они любят там висеть. Бля, или я вот тут выходил. И чё, мне с ними прям назад бежать? Не, вон там свет. Ай-яй-яй-яй. Кирилл Гаоси. Всем привет. Хорошего Здорово, стрима. здорово, Серега. Да, прикольно так-то. То, что их надо теперь... Ну, механика изменилась, уже прикольно. То, что их надо теперь на свет выводить. Чтобы они взяли свет, так сказать. Там еще кто-то колокольчиком баловался. Перейдется предмет, жестикулирование не поможет. Хер его знает, где этот предмет лежит. Так, я спускался вниз. Винный ландыш. Ну да, наверное, если бы я эту шестирукую бабу бы завалил, за нее бы тоже дали бы просто, ну, какую-нибудь там плюшечку небольшую, да, могильного ландыша 4. Он мне не особо нужен. Я все забываю левел включать.
так сказать. Так. На потолке никого. Подозрительно. Подозрительно тихое помещение. Прах солдат Лейндала. О. О. Я аж дернулся что-то. Неожиданно, хотя ожиданно было. Маленькие сучата. Все, всех размотал. Я думаю, что это ворота. Чувака шапка прикольная. Так. Ну, находясь в таких данжах, прям надо это повнимательнее к стенкам относиться. Может, просто рычажок какой-то я не заметил возле двери. Вот он. Да, бегаю, стенки мутузю. Все гораздо проще. Проще, да не очень. Бля, капец. Я не знаю, вот у меня наверх или прямо. До свидания. До свидания. Так. Попробуем вот на первой штуке прокатиться, как на лифте. Бывал такой опыт. Проблем. Так, давай, сейчас прокатимся. Сейчас подбрасывают трупы. Бля. Тихо. Ну, Семен Семенович. Надо вон туда. Что это за проход? Бля, ты доебал, падай. Не вижу ни хрена. Короче, давай прямо. Будем надеяться, что мне туда и не надо. Что-то как-то поактивнее началось. Так, чтобы открыть двери к боссу, надо куда-то подняться. Или наверх, с одной стороны, или с другой. Явно не тут. Какая-то еще лестница. То есть два прохода я уже нашел, но
Давайте сначала то, что доступно. Проверим. Я так понимаю, это самое начало. Ну да, я тут был. Типа короткого пути что-то. Итак, попасть к боссу. Либо вот сюда на самый верх надо. Вот на вот эту площадку. Либо вот прям на тот проход надо забираться как-то. Оп, у меня получилось. Чудо чудное. Правда, у меня 5 пляжек всего осталось. Надеюсь, босс будет несложный. Кстати, эти ребята довольно-таки жирные. С моей прокачкой они убиваются только с 2 ударов. Давай еще. Я понял, что ключ сломался. Угу. Здорово. Ну, они, наверное, что-то очень хорошее охраняют. Талисман, щит с гербом дракона. Талисман, щит с гербом дракона. Жемчужный. Не физический урон, а вот это у нас... А где этот талисман? Вот он. Заметно повышает сопротивление физическому урону. Но очень много статов он с тебя снимает. Короче, бесполезный медальон, по сути. Защитит он, наверное, такое себе, но статов прилично твоих заберет. Угу. Я оказался, короче, в самом начале, только на 2-м этаже. Фишка тут главное рычаг дернуть. Потом прыгнуть вниз и, по идее, пройти через вот эти вот штуки, которые падают постоянно. Все. Босс. Блин, еще выше. Подожди, я что, кругами хожу? Что за хрень? Где рычаг? Вот там шестирукая орёт. Это вообще, по-моему, я на выход, да, иду? Ну, шестирукая там из-за этого закутка выбралась своего. Ну да, это же на выход.
Точно. Я не пойму, где рычаг находится тогда. Подожди. Тут они ландыши были, это понятно. Так, стой, а вот сюда, если идти. Бля, как позаныкают эти рычаги ссаные, потом бегать часами ищи его. Может быть, он здесь? Нет, тут даже ландыша собрал. Либо рычаг прямо за вот этой здоровенной шестирукой штукой. То есть ее в любом случае надо завалить. Давай вниз. Может, я ошибаюсь? Нет. Так, а вот туда как-то можно подняться? Может, какая-нибудь лесенка неприметная? Стой. Нет, сюда наверх не запрыгнуть. Так и знал. Может быть, просто эта штука открывается, хотя нет, обычно эти двери закрыты, я не знаю. Блин, теперь придется весь данж с самого начала проходить. Сейчас по срезкам как-нибудь надо потопить вообще. Так, вот тут игра прям показывает то, что вот этих вот ребят надо освещать. Отсюда мы бежим, вот сюда. Тихо. Эта штука ломается. Мы падаем на вот это вот дело. Сейчас отсюда мы доходим до конца. Тихо, 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 тихо. Придется лечиться. Вовремя, кстати, вообще. Секунду я успел. Все, бабки я вернул. Бля, ну лютый замес какой-то. Да иди ты оттуда. Твою мать.
Пизда, опять бежать. Теперь, короче говоря, у меня руны валяются еще дальше. Пиздец. Сука, и вот один данж у тебя может просто, не знаю, десятки часов отнять. Ну, не десятки прям. Но часов 20 можешь запросто милишником положить на прохождение одного данжа. Если у тебя, допустим, скилл не очень, как у меня, к примеру. Так что... По-моему, с моей стороны маг хороший выбор. Маленькие пиздюки. Надо примерно от угла начинать отбиваться. Так, ну... Ух, хорошо, хоть не ваншот. Спасибо. Пиздец, полжизни. Ёбаный, вот и... А, все. Нет, тут придется до конца лупить. Специально туман еще накидывает, чтоб ты абсолютно ни хрена не видел. Открыт. Заперто, нет кем устроить. И все. А где найти это устройство? А там что-то блестит на потолке, но я не понимаю, нахрена. Давай еще раз туда сходим. Может, стенка какая закрытая есть. Подожди-ка. Ай-яй-яй-яй, отравление. Сучка. Ну и все, и это ваншот. Блядь, ненавижу этого моба. Надо бежать до этой лестницы. Моб просто бешеный. Так, давай, наверное, перекур. Сейчас я подойду. Будем пробовать, надо проходить. Так, 3 минуты.
Поехали дальше осиливать. Да, данж, конечно, непростой, особенно вот эти вот шестирукие сволочи, конечно, доставляют. Что делать? У меня там 200 штук лежит. 260. Главное до лестницы добраться. Я так и знал. Ну все, можно уже не торопиться. Деньги были потеряны. Руны, души. То есть ты бежишь, тебя сзади догоняют. Начинаешь торопиться. Впереди вот эта вот хрень, короче. Так что либо получать удар от этих чертей, которые сзади бегут. Подожди. Может, это срезка? Не очень-то похоже, но возможно. Да, это срезка небольшая. Таким образом ты чисто угол небольшой срезаешь. Сука, и каждый задамажит. И эта херня за мной летит. Вы издеваетесь? Так, давай-ка. Почистим это все дело. Блять, они меня сейчас тут замочат. Я че говорю, то что эти черти довольно-таки опасны. Их там сколько? 6 штук нахрен. Давай по срезке будем бегать. Блять, они не этими, не мечами тебя дамажат, а так другим чем-нибудь. Плюс кровотечение. Ну, тут собирать нечего. Летели прям. На их в жопу. Главное рычаг дернуть хотя бы. Так, еще надо с этой шестирукой штукой как-то разобраться. Ну так, а что если правда ее вообще не призывать? Малая спорная.
Давай, наверное, комету. Что за чел? На него тоже свет типа нужен. Что делать тогда с ним? Две даже. Да вы угораете вообще. Две эти хрени шестируких и мужик здоровенный, которого надо еще как-то на свет выводить. Да, они меня сейчас тут забьют просто. Всей толпой. Бля, причем рычаг-то тоже не тут. Ай, ну и как эту дверь открыть? А еще раз туда. Может призвать нахрен кого-нибудь? Может. Фантом, ну, точнее не фантом, а другой человек, который тут, ну, надписи оставлял, знает, где искать рычаг. Что бред какой-то вообще. Но если тот мужик светится, то его точно надо на вот такую штуку выводить. Но ее там вообще нет. Вот что проблема. Этим шестируким падаешь, причем их два вообще. Там один-то может тебя сваншотить просто, а тут их две. Кто не появился? Давай повнимательнее посмотрим. Голова вперед. Да его не убить. Да пошел ты нахрен. Где этот рычаг Саны, я не понимаю. Может пишет что? Впереди лжец. Тайная тропа. Ну понятно, ее тут нет. Блять, с одной стороны мужик дамажит, с другой это падла. Бешеная просто. Так, давайте сейчас попробуем добежать до сюда, но не убивать, ну не подходить к мужику, а именно завалить две эти штуки. Может быть за ними какой-то рычаг. Ну, в смысле, тропа тайная, эта стенка.
Где-то же рычаг должен быть. Даже нахрен. I need help. Никого. Что ж, понятно. Но рычага тут точно нету. Я тогда вообще не знаю, где его искать. Я попробую еще раз туда, где эти две штуки бегают. Кто-то догнал, блядь, ну как? Быстрее. Прорвались. Может, там стенка какая? Давай, только по одному влезайте. Так. Второго давай. Где эта шляпа? Подожди, или она тут должна быть? Узри руки. Навоз. Лошадь отсутствует. А где рычаг-то вообще? Как босса-то открыть? Это беспредел вообще. Ну, это вот единственная штука. Туда можно, ну, пойти, но тут ни рычага, ничего нету. Тащить этого мужика до начала уровня прям. Что за чушь вообще? Он, может, за мной даже не побежит еще. Нормально, побежит. Только не туда. О, очень зря я тут не очистил. Так, и мужик сваливает. Он, по крайней мере, не нападает. Еще один.
А нет, я уже всех убил. Где мужик? Ему наверх я получу пизду куда-то. Все понятно. Все понятно, как это работает. Мужика надо убить, тогда только дверь откроется. Я понял. Плащ хранителя могил. Наконец-то можно добраться до босса. Ну хоть здесь без подставы. А нет, все-таки есть. Зачем этого нового тут поставили? Чтобы что-то, он неожиданно на тебя напал? Надо ж третий. Так, ну давай метеориты. Стандарт. Древний герой Замора. А, как Замора опиздюливается. Бам. Ай-яй-яй. Тихо. Замора у нас любит морозом пошвырять. Давай, Замора. До свидания. Вот и весь босс. Кристоф, рыцарь древних драконов. Понятно. Такой себе данж. Скажем так, мне не понравилось то, что носиться. Бабки, блин, посрал. Тоже немножко обидно. Ну ладно. Не в деньгах счастье, ну, в смысле в рунах. Не в рунах счастье. Они как бы не нужны. Все. Наконец. Плато Альзус. А, ну все верно. Почти. Да, все верно. Меточку убираем. Пойдем на единицу. Как-то пониже надо. Вот, посмотреть, что это такое. Это башенка. Я думаю, что это какой-то храм Марики. Баран пасется. Они с молнией, баран. Ой, серьезно. Так. Вон кладбище какое-то. Там что-то написано, я всегда подхожу, читаю. Делаю, наверное, вид, что мне... О, вот такого чела можно призывать. До свидания. Кровавая битва с древними драконами. Годвин Золотой сражался до последнего и завоевал благосклонность ужасного Фортисакса. Голдвин Золотой, мы его будем в столице лупить. Кстати сказать. Прозрачный такой он, как фантом будет.
Так или так вот. Ага, я понял. Территория агрессивно настроена. Стой. Угу, угу, угу. Я тут был. Оп, я сейчас на самом верху. В общем, понятно, такие храмы, на котором стоит мужик наверху, значит, это большой данж. Ну, с каким-то боссом, короче. Ну, в принципе, все данжи с боссом, ну, определенный какой-то будет. С 50-го раза до него дошло то, что подохнуть пора. Ой, блин. Зря фляжку бахал. О. Тут, по идее, должна быть чашка. Оп, ха-ха-ха. Переиграл и уничтожил. Громовой большой был. Священная слеза. Но это еще можно фляжки усилить. Хотя мне это вообще уже типа не надо. Мне вот моих отхилов вполне хватает, чтобы заполнить мои все полоски. То есть одна фляга, одна полоса. Ну ладно, пусть будет. Как-нибудь и поставлю. Так. Ну тут типа все. Вот это все. Это точно все. Здесь внутри, да. Мельницы обошел. Вот это вот все. Давай, наверное, я портанусь к конечной стене поля боя. Хотя можно и вот так вот пробежать. Пробовать вот эти двери дернуть. Но мне кажется, туда не пустят. Портуемся. Погнали в столицу. Как-то надо попасть. Я не знаю только с какой стороны заходить. Там я тоже все обошел. Давай наверх. Ну тут прям прикольно сделали то, что пока идешь до столицы, хоть с одной, хоть с другой стороны, тебе надо 4 боссов завалить. Ну, 2. Четырех это если ты все исследуешь. Проверим. Ну, скорее всего, да, тупики будут. Просто стены и все. Да, ни секретов, ничего. Хотя, может быть, какие-нибудь потайные стены, но прикинь, вот так вот. Но в основном что-то скрытое можно найти только случайно. Потому что оно особо не выбивается из общего фона. Либо прям надо знать, куда стучать. Так, это просто поиск иголки в стоге сена. Если прям бегать по всем стенкам, стучать, то эту игру можно годами просто исследовать. Так, вот эта вот телка, которая нюхает пальцы. Ну давай мы вот сюда зайдем. Мне кажется, эта дверь будет закрыта. Можно даже мелочевку эту раскидать. И триумфально зайти вот сюда. Ну, мне кажется, не пустят. Че, они дураки, что ли, столицу открывать? Просто так. Че, не пускают тоже? Да, логичнее, конечно, было бы мага сначала убить. Зеленью ребята были богаты. Потерянный пепел войны.
Ну, ты не имеешь права. Да, это ожидаемо, то, что меня сюда не пустили. Очень подозрительно, потому что за этой штукой находится, ну, за этими воротами находится вода. Сейчас еще с другой стороны обойду. Надо вон туда идти, между скалами. Сейчас покажу. Там будет спуск через дерево. Хотя... Подожди-ка. Ну, туда надо как-то наверх попадать. Ладно, окей. Где лошадь? Меток нету? Нету. Ну и здесь, в принципе, тоже ничего полезного. Говорит, что вот эти вот все постройки — это пустота, короче. Дополняет убранство и величие вот этой столицы. Думаю, не будем, да, этого чувака валить, пускай стоит. Даже ману неохота тратить на нее. Так. Здесь у нас получается, вот ты заходишь, тут голдрика валишь, получаешь медальон. И топишь по краешку вот сюда. Ладно, тупик. Как наверх-то забраться? Ну, думал, что в столицу попасть такая большая проблема будет. Ну, как-то же можно. Вот, что-то такое. Ступеньки. Уже лучше. Давай-ка вот к этому домику подойдем. Я его давно еще заприметил. О. Благодать. Там у нас еще торговец. Зажигаем, садимся. Пускай не там. Что происходит? Тихо, не вставай. Все. Полежи, отдохни. Давай посмотрим, что вокруг домика тогда уж. Торопиться некуда. Не думаю, что этот мужик что-то очень хорошее будет для меня продавать. Что, мужик, надо тебе. Лачуга торговца-отшельника. Говорим. Кто здесь? Покупатель? Давненько ко мне не захаживали. Купить. Да. Ну, в основном стрелы, руническая дуга. Давай возьмем, да. Вдруг это когда-нибудь пригодится. Подземелье столицы. Я уже там был, по-моему. Пускай будет. Ну, одеяние пророка, ну это то есть то, что можно вначале, если ты за пророка начинаешь. Одеяние знати. Мужик сидит какими-то тряпками, барыжит беспонтовыми вообще. Так, присядем. Так, можно в обход. Можно так, можно так. По идее, я должен вот здесь оказаться. Потом двойка тут. Тройка тут. Все вот это вот, ну, можно бежать просто по-быстрому.
Пещера, наверное, вряд ли какая-то скрытая встретится, так чисто какой-нибудь. По торговцу что-то. Я так понимаю, что это могила обычных людей, а большие это могилы великанов. Так, ну все, я почти возле дерева. И давай искать, как спуститься. Угу. Границу я увидел, хорошо. Ладно, по кругу, типа этот перекресток обскакать, ну, смысл, там ничего не будет. Ведь так? Да. Пошли к дереву. Дерево у нас на двойку. Там еще какой-то гигант стреляет. Надеюсь, не у меня. Он там с недругами воюет. Ладно, нам на дерево. К гиганту потом пойдем. Вот оно. Дерево. Ну так сделаем. Чтоб поменьше времени это заняло. Эх, ты чё, клон анонимных алкоголиков, что ли? Им лучше так биться. Он еще какую-то тьму накладывает. Подожди, а где мой этот какой? Я же его призывал, фантома. Ну да, фантома нет. Вот его завалили. Это, наверное, медаль. Медаль за посещение клуба анонимных алкоголиков. Веточковая треснувшая слеза. Хорошо. Багровая кристальная слеза. Ну, это для сферы. Я, кстати, привык здесь этих, как более серьезных боссов видеть возле таких деревьев. Ну, хоть так. Ну и все, там тупик. Да. Блин, трех березок запутался. Да, вот он, проход, мы сейчас так и пойдем. Без гиганта. Он там продолжает кого-то стрелять. Скорее всего, если я подойду, он будет делать то же самое. Ну, как бы у меня. Нормально. Он уже в меня целится. Вот тут уродец. Блять, удуваем. Давай к первому. Ну,
что вы делаете-то? Ай, стрела летит. Тихо. Надеюсь, второй просто меня не особо заметил. Нет, он заметил, все нормально. Что их делал? Бля, тут их трое даже. Ну и что вы делать предлагаете? Через камни не пробивает. Отлично. Метеориты не долетают. Я не успел. Гигантов больше, по-моему, чем 3. Большая стрела. Ну, 3000 за каждого дадут. Ну, такое себе. Чисто из принципа охота их завалить. Давай. Серьезный дядька. Просто все здоровье вышибает. Валю, быстрее. Хорош. Мана кончилась. Быстрее пей. Это. Нормально, он не достал. А, да и валяйся. Опять мана кончилась. Да ты сдохнешь, нет? Конец. Ну все пляжки пополнили за них, это круто. Да, их тут трое было. Причем эти, как лучники, дольше, быстрее ложились, чем с топором товарищ. Хотя лучники более опасны. Опа, Степа. Здрасте. Для начала вот так. Можно, конечно, кометой было его долбануть, ну ладно. Потому что сзади босс. Сзади него я имею в виду. Да так и прям мания на этих рыцарей теперь. Прилетела. Аж лошадь подохла. Ух. Кстати, это что-то новенькое. Тихо, мужик.
Бля. Короче, на этом проходе гиганты не самое опасное, что может быть. Блин, Марики, а где он тут вообще? Я что-то не заметил. Надо попробовать кометой его долбануть. Может быть, именно он охраняет только ворота. Вот, короче говоря. Так, призываем Челика, Комета Азура, Ляга, Бах. Давай. А ну иди сюда. Я даже дострелять не успел, и он умер. 50 косарей за него дают. Драконий коготь, щит, когти дракона. Прикольно. Вот что комета Азура животворящая делает. Он начинает магией тебя дамажить отсюда. Отсюда, ну, короче, надо не давать ему расходиться в стрельбе там и так далее. Все, столица. Да. Я, короче, получается, зашел вхожу за внешний контур. Ну, мы сейчас пройдем как раз в столицу. Восточный бастион. Божественный мост. Так, ну я понял то, что у меня появилось два костра, которых я, кстати, не зажигал. Ну ладно. Но божественный мост-то как попасть? Там тупик, я помню. Я сюда заходил. Да, храм малого древа. Вот все, тут не обрыв, тут стена. Видимо, с двух сторон надо будет как-то исследовать эту столицу, я не знаю. Очень странно пока. Теперь костер зажжен. Посидим. Лишним не будет. Че, встречай, столица. Сейчас такой полноценный Dark Souls будет. С кучей ходов и загадок на одном маленьком пятачке. Башни и так далее. Ну, в принципе, я долго типа скакал по плато. Так что все нормально. Действительно, как бы большой участок проезжен на коне. Вот читай. Вот это вот все. Блин, по сравнению вот с этим, вот это вот участок, по сравнению, вот допустим, вот с этим участком или вот с этим, это костров гораздо меньше. Я думаю, что я все нашел. Шли. Как-то меня сюда, по-моему, портировали, да? Я помню. Да, два чувака, и потом проход будет налево. Ну,
столицу надо будет... Эй? Да, тут я зажигал уже костер. Как-то было дело, у меня какой-то NPC... Не NPC, по-моему, я какой-то портал, что ли, нашел. Здесь я был. Сидим, похер. Опа. Давненько не видались. Большое спасибо. Благодаря тебе я все-таки добралась до подножья древа. Теперь я могу передвигаться свободно. Наш договор исполнен. Скоро я отправлюсь на поиски своего предназначения. Окей, удачи. Прощай. Поток останется с тобой. Береги его, и еще отныне сила рун в твоих руках. Удачи в достижении цели. Твой путь был долг и тяжел. Не сомневайся, однажды ты станешь повелителем Элдена и займешь трон. Я так понимаю, что тут конкретно сказали в данный момент, то, что ты типа, чувак, ты на финишной прямой. А то, что в моих руках сила руны и все такое, то, что она сейчас болтала, блин. Я это знал, типа. Столица королевства Лайннелл. Ну, ок. Да. Огромная локация. То есть, помимо того, что по домикам можно попрыгать, еще и внутри домиков можно попрыгать. Ну, естественно, все закончится где-то там. Наверху. Вот такие. Нормально. Дудочники. Тут придется прям каждый этот закуточек исследовать. Желательно, конечно. Ну а там, конечно, как получится. Не совсем у них самонаводящийся. Этот пожирнее, кстати. Ай-яй. О. Подожди. Сейчас мы до него дойдем. Надеюсь, он там не бежит. Угу. Все. Путь, как говорится, свободен. Можно еще туда пройти. Подожди, ну я тут увидел проход какой-то. Ходов тут будет море. Хидетака постарался от души стопудово на эту столицу. Он вложил, я думаю, много сил. То, что было раньше исследовано, это все лайтово.
Ладно, потом похилюсь. Так, ну я надеюсь, что это будет подъем наверх, так как я и должен был подниматься. Тихо, мужик. До свидания, мужик. Да, вот этот урод, который огнем шмалял, вот он тут находился. Давай, наверное, полечимся. Еще раз. Я сейчас забываю молитву поменять. Есть более эффективная. Она, наверное, манны больше жрет. Так, отсюда какие ходы есть? Ага, никаких. Можно только, по-моему, на крышу спрыгнуть, но... Нет, тут и по крышам тоже можно. Хотя... Он так, падла одна сидит. Поехали на лифте. Ралсонить пока сегодня неохота. Это вниз вообще. Здрасте. Из всей толпы живых только 2. Я помню, что эти штуки хорошо уворачиваются. Так, можно и вниз, да? А, нет. Вообще можно. Наверх. Давай на лестницу. Сундук не пропустил. Балкон. Да, так или иначе, не обязательно прыгать по крышам, ты на них выйдешь, плюс-минус. И еще больше запутаешься. Чего они такие? Народу много валяется на земле. Какие-то каменные, какие-то нет. А? Явные знаки. Ну, то, что можно было там за души купить. Так, а я оттуда пришел. Бля, и там спуск. Это лабиринт. С каждой комнаты можно выйти. А еще выше. Конечно, хотелось бы везде побывать, но, по-моему, проклятие посева. Какой-то ключевой, кстати, этот. Ключевой предмет квеста. Ой, блин, не знаю. Давай вниз. Так, а я это с крыши, по-моему, да, этих ребят видел? Вроде как.
А непонятно вообще ни хрена. Причем в эту столицу можно зайти с двух сторон еще. Как я его? Порыскал. Вообще на улице. Бля, этот город просто огромен. Я вот сейчас примерно прикидываю, плюс-минус. Он многоэтажный, многоуровневый. А костров тут, походу, не очень много. Поэтому надо максимально экономить между кострами. Так, ну... Тут проход. Просто ты заходишь в комнату, у тебя в геометрической прогрессии растет количество ходов, как бы ты мог пойти. Я думал, он на скрипке играет. Камень 6. Тут, мне кажется, одну столицу изучать, это уже можно много часов, там, не знаю, 50 провести. Просто чтобы в каждый из этот уголочек залезть. Все везде увидеть. Ну, боссов-то вряд ли ты пропустишь. По крайней мере, основных точно. Так, только какие-нибудь классные предметы можно продуть. Причем не опасен вот этот рыцарь. Опасен второй. Который молниями вот так вот делает. Золотой большой щит. А, ну, с чем этот рыцарь бегал? Медом залито, что ли? Босс пчела. Может, это нечто потрясающее. Блин, ну может быть, может быть. Я не исключаю этот факт. Так, ну пойдем по прямой. Это тоже, да, нечто потрясающее. То, что не открыть. Опа. Причем я этого ублюдка-то слышал. Но анимация подъема предметов подвела. Ладно. Все, наверх никак. По идее, как раз из столицы будет выход к этим, к долине великанов. На... Сейчас, если с ручником не найду костер, то докуда-нибудь я смогу не добежать. Дайте костер.
От собак побольше. Что делать? Придется пить. Так, ну тут тупик. О, дерево. Здорово. Подача у дерева, конечно. Хотя она меня в тупик загоняет стопудово. Так, кстати, видел, как она только что добавила себе здоровье. А потом обратно упала. Ну, видимо, глюк какой-то. Блядь, зря две фляжки долбаные. Тихо, тихо. Тупик? Нет. Сраная тележка. Я в нее запнулся. Так. Как я сюда пришел, я уже не помню. По-моему, вот так, да? И у нас получается два хода. В одну сторону, в другую сторону. Ладно, давай хотя бы блестяшку возьму. Куда идти, я пока вообще без понятия. Кстати, дерево как-то очень быстро моего фантома убило, подозрительно. Сейчас бы не хотелось на босса наткнуться с одной флягой манны и все. Больше ничего нет у меня. Да, наверное, сюда не пойдем. Ну, так костров мало, ну, серьезно. Их тут очень не хватает. Открыть. Подожди. Это дорога, походу, к великанам туда. Ну, не прямо сразу, но начало пути к великанам. А в другую сторону надо идти. Это опасный мужик. Механизма. Лифт, который тебя поднимет. Блин, ну давай сначала на лифт. Так, я все больше и больше путаюсь. Вот я что могу сказать. Ага, там их вон толпа. Подожди. Где костер вообще хоть какой-нибудь?
Ты к мужику, я не знаю, к этому. Там он стоит, который. Возле босса по-любому должен быть костер. Надо только это вовремя туда свернуть. Костру. Ты кто такой? Да. Мы с таким под землей бились. Пизда, уже боссы как мобы становятся. Почти все. На героя. Блин, мне бы костер героя, вот честно. Еще один лифт. Что делать? Поехали туда. Он хоть наверх. Срезочка. Ну точно. Так, а где костер-то был? О, ништяк. Все, теперь можно вниз спускаться и там смотреть. Вау, есть. Хоть срезку нашел. Там я с деревом бился. Бился, как будто эта битва, там, не знаю, длилась вечность. Но почему он фантома моего убил, я так не понял. По идее, прах всегда довольно-таки прыткий, хорошо воротливый. Мужика нет? Нету. Одел. Так, ухода 2. Можно вниз, а можно вот тут по прямой. Давай, наверное, по прямой сначала сходим. Надеюсь, что там будет закрыто просто. Где-то вот тут дерево вылетает. Угу. Он тут уже неуместен. Скорее всего, даже он неуместен во всей столице. Ну, типа его не призвать. Еще один ход. Это жесть. Ну, все точно не исследовать. Потому что какой-нибудь ход ты обязательно пропустишь. Скотина. Какой-нибудь ход ты обязательно пропустишь. Поэтому буду идти как получится. О. Тот, который скрипач. Еще один спуск. То есть на данный момент ходов где-то 4-5. Мы заныкаемся. Камень мрака, я смотрю, в основном пятерки дают. А, вот тут я заходил. Это я помню.
Наверное, чтобы пройти эту всю локацию, прям ничего не пропустить, нужно охрененную память иметь. Особенно на одинаковые объекты. О. Они сливаются. Но живым он не должен до меня добежать, по идее. Ага. Молния у него наводящаяся. Давай-ка мы пилку одну, да, бахнем? Снаряды. Вот. Блин, пол здоровья просто. Ну да. Куда там с моими пуколками? Молнии прикольно сносят. А этот челик как подстава тут стоит. Ходов просто жопа. Куда не зайдешь, ты находишь еще 2-3 хода. Пусть маленькие, но тупо забываешь, где ты был и куда ты хотел вообще пойти. Там еще дорога вниз. Там уже мобы на каждом шагу. Насыщенная локация. Ну, костров нет. Так, спускаясь по этой лестнице, получается это то же самое, что если бы ты шел по мосту, но не сворачивал. Правильно понимаю? Угу. Вообще чуть не сваншотил, а ты смотри, какая падла. Я еле жив остался. Так, ну хотя бы там у нее -1. Потом у него магию наложил. Блять, и мне его теперь не убить. Что за трэш вообще? Он просто выносит все здоровье. О, у него баф этот закончился. Друг друга подстрелили. Чего? Ну уж нет. Блин.
Еще ниже. Так, погоди. Очень сильно путает. Ай. Лошадь бы вообще было бы тело. Хотя бы по прямой просто быстрее бежать. Бля, тут еще проходы, еще проходы. Так, все, я понял, я вот тут был. Там получается спуск еще ниже, еще за мной там спуск еще ниже. Все. Ну охренеть. Он вот призыва, значит где-то будет босс. Так, давай на ступеньки. Бля, наверное, было не сидеть. Ладно. Ну, по всем канонам ступени должны быть, ну, дверь должна быть здесь закрыта. Он будет бить, наверное, пока не попадет. Свидание. Полезняк. А тут было видно еще. Ну, да. Открыто. Так, ну давай еще раз попробуем вот туда сходить. Там, где чашка, ручеек какой-то. И спуск вниз. Главное этому кренделю по-быстрому нашмалять. Пока он встает, все нормально. Капюшон парфюмера. Ну, по-моему, сет парфюмера я уже давно собрал. Бля, еще и тут проход какой-то. Да. А, слушай, это можно в обход даже вот так пройти. Все, я понял. Отсюда, сюда, налево, ой, направо. Вот, ты заходишь вот в этот центр. Давай здесь спустимся. Ну, слушай, и там как-то тоже можно ходить. Еще ниже. Маска. Что
Что за жесть тут творится? Почему так ходов? Хрена. А там походу босс. Нет. Шлем Лионела. Пузатого костюм, короче. Платье спутницы мертвых. Ладно. Так, я давай-ка костер зажгу. Я совершенно запутался, куда я хотел идти. Забыл. Я в центре, по крайней мере. Куда и в какую сторону идти, я не знаю. Просто давай бежать вперед. Да. Лупить он будет до посинения просто, пока ему не захочется. Я думал, что через сзади руки все нормально. Так, тихо. Сначала руки. Ему нормально можно нашмалять, пока он в тебя кастует вот эту вот молнию свою. Но если он скастует ее быстрее, чем ты его ударишь, то ты... Ну, 2 молнии, ты покойник. По логике вещей я должен выбраться там, где я спускался на лифт. И чё, все трясется? Понятно. Круто. Да, блядь, дайте хоть рассмотреть-то, что происходит. Он меня сожрал, да, походу? Уёбок. Вообще ничего сделать не дали. Ну, хотя бы, я знаю, куда бежать. Просто хотя бы в какую сторону. Забрать души, да эту падлу завалить. Я отвлекся.
Ну чё, где ты? Ха-ха, ну да, точно. У меня ж там почти 200 душ валялось, и меня должен сейчас каждый моб ваншотить. Я ж совсем забыл. Надо же игре у меня души, руны забрать эти. Чтобы вообще без шансов прокачки было. Находясь на локации, уже я, ну, как бы, вполне адекватно понимаю, то, что пока ты ходишь, проходишь какие-то локации, исследуешь, ты только в самом начале можешь себе как-то левел поднять, исследуя локацию, убивая боссов там и так далее. Все остальное тебе только фарм. Потому что ну нереально 200 штук накопить, просто бегая. Так, это берем. Я так понимаю, что призвать мне будет нельзя. Ну давай попробуем. Все, текаем обратно. Угу. Призыв не работает. Понятно. Ожидаемо она будет дамажить через стенки. Так, а я так в него не попадаю. Ну-ка. О, что-то прилетает. Все, он удрал в сторону. Да. Давай, дохни быстрее. Еще раз. Хорош. Семечко. Давненько она не попадалась. Кстати, нет, наоборот. Семечки сейчас часто дают. А вот руны хер. Это двор, опять ход. То есть ходы появляются просто каждый поворот почти. Где ты был, уже хер его знает. Куда хотел, хер его знает. Прыгнул называется. Я сюда вообще как бы не собирался. Ладно. А, ну вот там рука ползает. Тихо. Там по прямой рука ползает. Наверху я мочил только что дерево. Ну или гниль там, но это на дерево похоже.
Но дело-то в том, что тут еще проход. Который тоже куда-то ведет. Пиздец вообще. Там наверху еще целая толпа просто. И еще два хода, да? А нет. Они все толпой какой-то сундук охраняли. Ключика. Но сейчас определенно игра будет более снисходительна, потому что рун у меня немного. Сейчас и мобы будут более безобидными. Я знаю, пошли сюда, неважно уже. Тут настолько много ходов, то что просто бежишь в основном вперед. Для чего и с какой целью, не обязательно. Вот сюда куда-то. О! О какой! И не факт, что я до сюда добегу в следующий раз. Я забыл, как это делать. Куда, в какую сторону бежать. Хотя бежать сюда за душами вообще не вижу смысла. Что там, 14 тысяч? Зачем? Вот вон руки пасутся, крысы. Подожди. Если бежать вот сюда, да. Тут у нас рыцарь. Поднимаемся потом наверх. Вот сюда. Потом отсюда вот сюда, по-моему, да? Я вот не помню, залезал я сюда или нет. Столица славна тем, что тут все запутано. Куда шел, куда собирался, в принципе, ну, плюс-минус все же одинаковые. Так, вот я помню был. То ли наверх поднимался, то ли ворота. Нет, ворота я заходил. Обойдем-ка мы рыцаря вот этого. Сначала эту падлу надо завалить, которая тут из-под тишка тебя лупит.
Блять, как бесят эти рыцари сраные. Может, вообще их пробежать? Там типа собирать нечего. Ну, получается, что ты поднимаешься наверх. Ну, тут еще какой-то ход. Справа, слева тут. Вон еще какие-то ходы. А это так подох. Что ключа дали? Ну, ключ пригодится. Ну, так что не вставал. Эти чуваки не встают. Чем немножко он бы дотянулся до меня. Вот оно что. Это я здесь должен был спуститься, если я шел бы по другой немного дороге, да? Да, идите вы в жопу с вами бодаться совсем. 1000 мертвецов на квадратный метр. Так, все, я понял, это спуск. Надо наверх, короче говоря, туда, где рыцари, вот вся вот эта вот трихомудия. В подвал, короче, после туда. Блять, вас тут не дохуяли? Откуда он взялся? А, ну да. Сейчас как подохну. Ну, как бы хрен будет с этими челиками. Но вот эти вот рыцари, по-моему, это труба вообще. Два рыцаря, которые, в принципе, тебя за 2 удара, вот тебя шотают. И не факт, что надо именно к ним. Причем те пути, которые я хотел еще тогда пробежать, я уже забыл, куда хотел бежать. Вот, блять, еще один. Ваншот. Замечательно. То есть тут три вот этих вот уебана стоит. 2 мелких еще идут. Зашибись вообще. Бля. Жесткая локация. Просто тем, что она запутана.
По-любому уже что-то... Постоянно вот у тебя такое ощущение, что ты что-то пропустил. Куда-то не сходил. Интересно, там эта волшебная пятерка так мне просто даст пробежать? Чтобы подняться-то просто сюда. Давай, 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 давай. Слушай, дают. Нормально. Может, тупо повезло, конечно. По-моему, это через потолок пробивает. О, блин. С ним бы вот здесь подраться. Есть шанс, что он не успеет тебя убить. Ну, да, блядь, ну смотри ты на него. Ну, чувак, иди сюда. Неужели? Я тут. А тот-то нахрена пришел, он же лучник. Хорош. Лучник. Да, он оттуда лучник ушел. Блять, ни я до него не достаю, ни он до меня. Хотя нет, смотри-ка. Нормас. Он еще один урод. Блять. Его закрывает два. Раз, два. По-тихому. Оп, оп, оп. Нашвыриваем. Осталось-то чуть-чуть, вот. Единственный момент, когда у него кошка появляется, это пока он молнию кастует. Ну, либо стоит спиной. То есть этих уродов в тему бэкстейбить, конечно. Так, ладно, я не буду на этих отвлекаться. Придется. Один-то меня заметил уже. Вот и хер знает, тут по крышам прыгать. Не по крышам, идти назад, исследовать подвал. Либо наоборот вот сюда подниматься. Что? Куда ведут? Вообще не понимаю. Все разделяется на несколько частей. Кстати, вот здесь находился фантом. По этому. По квесту этой бабы из вулканового поместья. Не знаю, будет ли он тут. Скорее всего, нет. То есть бежать по этим крыльям. А, нет, нормально. Нет, этого квеста не будет, он типа совершенно проваленный оказался. И вот тут проход, там еще выше. Ладно, только вперед, как говорится, да? Я шагу назад. Дойду, куда дойду. Потом можно типа отдельно, по-моему, блин. Вот, я же слышал его.
По-моему, к боссу ведут. Ну, как бы так или иначе, тебя все равно к боссу ведут. Вообще. А там Гаргулья. Не. Это надо много-много времени исследовать. Сейчас уже все. Сейчас будем закругляться. Всем спасибо за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Лайки ставьте, комменты. Ну, все как хотите. Локация огромная. Я на ней буду, мне кажется, очень долго бегать. Тут много ходов и есть что поисследовать. Вот. Сейчас посмотрим по карте. Угу. Ну, ближе к центру там самый сейшн, наверное, будет. По боссам я имею в виду. Тут носиться и носиться. Просто ты подходишь к какому-то бордюру, там тут же у тебя еще 5 ходов открывается. Здесь вот просто я с учетом, я уже не говорю, что я сзади пропустил. Вот один ход, второй ход, потом вниз можно, третий ход, четвертый, вон туда по этим, еще выше, пятый ход. Просто вот достаточно отсюда выглянуть, спуститься, а там подняться, а здесь, ну короче, это жесть. Это очень огромная локация с кучей развилок. Вот. Ладно, все хорошо. Но потом продолжим, естественно, продолжим. Как же иначе эта игра будет пройдена обязательно. Пусть, допустим, не все костры, допустим, здесь открыты. Может быть, даже не все секретные какие-нибудь боссы будут. Но тем не менее. Основные боссы, которые, по крайней мере, ты должен встретить просто бегая тут. Не с какими-то там закрытыми стенками, а вот именно бегая тут.